Приветствую вас, друзья! Сегодня финальный день нашей поездки в Нидерланды. Сегодня суббота, и завтра мы уже улетаем обратно домой в Норвегию. А сегодня день прогулки. Сейчас мы направляемся вместе с моим свекровью и мужем в город Гаага. Это родной город моей свекрови, которая там родилась, прожила долгое время. Там жила ее вся семья, родители. Так что это очень важное место. Для меня это первый раз посещение этого города. Мне очень интересно. Выехали из города, едем через лес. Здесь много ферм. Сейчас будем проезжать очень интересное место под морем, как будто сквозь тоннель. Хотя на самом деле это небольшой акведук, который позволяет небольшим судам проходить над дорогой без ограничения транспортного потока. В Нидерландах отличные дороги. Система развязок очень развита. Система осушительных каналов. Да, как тут можно не запутаться. Въезжаем в город Гаага, как его называют, судебная столица мира. Город встречает нас многочисленными бизнес-центрами. Что-то историческое. Дворец мира, резиденция Международного суда ООН, палата Третейского суда. В нашем путешествии по Гааге мы запланировали сделать особенную остановку на родной улице моей свекрови. Для моей свекрови, которой уже 96 лет, возвращение на эту улицу было встречей с прошлым, с частью ее жизни, которая оставила неизгладимый след в ее сердце. Это место, где теплятся воспоминания о детстве, заботливые голоса родителей. Мы вместе стояли напротив дома, где она родилась и жила, под номером 49. Можно только догадываться, что чувствовала в те минуты моя свекровь Корнелия, когда она стояла, дотронувшись до двери своего детства. Окна ее дома выходят на первый и второй этажи. Рядом двери других квартир 51, А, Б. Это маленькие квартирки, которые располагаются на втором и третьем этажах. Как она сказала, ничего не изменилось. Все так же, как и было. Двери
окна, все оригинальное. Да, конечно, дом подвергся некой реконструкции, какому-то ремонту, но все так же, как и было раньше. В этом же доме совсем рядом сохранились белые ворота мастерской магазина ее папы. На этой улице, на которой жила моя свекровь, в это время была Вторая мировая война, которая оставила свой отпечаток на жизни многих, включая мою свекровь. Несмотря на те тяжелые времена, она вспоминает о своей юности с теплотой и нежностью. Потому что именно здесь начались ее самые яркие воспоминания. Напротив этого дома мы тоже остановились, мы подошли к дверям, там, где жила ее старшая сестра с семьей. Поэтому это место, эта улица, это особенное место для моей свекрови. Очень долго моя свекровь не хотела уходить оттуда. Но мы все-таки решили посетить еще одно очень важное для нее место, связанное с ее детством и юностью. Потому что то, куда мы решили поехать, это то место, где она больше всего любила проводить свое свободное время. Но мы так продрогли, мы хотели согреться, поэтому решили по дороге выпить чашечку кофе и потом заехать на кладбище, где покоится старший сын моей свекрови, брат моего мужа. Подобный электромобиль Корнелия получит на этой неделе. Сырный магазинчик. Зашли попить кофе в пекарню. Заехали на кладбище. Тоже Гаага. Здесь похоронен брат Герта, старший брат. Берт, да? Берт. Умер очень давно. Вот, наконец, мы приехали в то место, в то очень важное место, о котором я говорила ранее. На пляж Северного моря. Набережная в Гааге. Этот пляж – это место, где она любила проводить каждую свободную минуту. Гуляла там или просто сидела, читала книгу, встречалась с друзьями. Почему на набережной в Голландии, Гааге, пляж огорожен забором с колючей проволокой? Потому что ни в коем случае нельзя повредить песок, траву, иначе море овладеет сушей. Под государственной защитой. Линия УВА
воды, а сюда нельзя ни заходить, ни лазить, ни в коем случае не вырывать траву. Это наша Корнелия гуляет по пляжу. Супер прогулка. Ничто не могло остановить ее, даже перемещение с помощью ходунков, когда колеса застревали в песке. Зашли в кафе погреться и заказали немножечко перекусить нам. Мне кусочек атлантической трески в кляре, Герту то же самое, но просто без косточек, а Корнелии какой-то, не знаю, рулет. Приятного аппетита нам! 100 meter rechts afslaan en van weer rechtsaf. Вот он, дворец. Да? Дворец мира. Rechts. Что это такое, интересно? Какие-то бумажки. It's like a wish? Yeah, I guess. Пожелание, наверное. Не знаю, что это. Флаг Организации Объединенных Наций. Гаагский суд. Монумент Великой Отечественной войне. Вторая мировая. Рядом с Дворцом мира. Гаага. De bestemming ligt aan de rechterkant. В Гааге множество посольств разных стран. Греция. Nu links afslaan. Улица, ведущая к замку короля. Alright, it's fine. I see it over there is white. White. Over there. Okay.
Приближаемся к резиденции короля. Здесь красиво. Вот U так bent вот. aangekomen op uw bestemming. De bestemming ligt aan de rechterkant. Вот так просто по улице. Sightseeing. I think I can drive here. I don't know where. Ah, this is also interesting. This is the government building. Nee, dit is Hofvee. De route Parlement? start nu. Parlement. О, здание парламента. Ой, как же здорово. И вам покажу. То есть вот это здание парламента Нидерландов. Северное море. Вечером. Набережная Северного моря. Вот так она подсвечивается. Снизу пешеходная дорожка, пляж и дорога для автомобилей. Нефтяные платформы Северного моря казино. Не нужно ехать в Лас-Вегас. Можно поиграть в Голландии, в Гааге. Смотровое колесо прямо в море. До него можно добраться по пирсу, около 300-400 метров. Наша замечательная прогулка по Гааге закончилась, и на следующее утро мы уже собирались уезжать домой в Норвегию. Быстренько еще раз покажу квартиру моей свекрови, в которой она совсем недавно переехала. Мы сделали свет с сенсором, поэтому при открытии двери сразу же зажигается свет. Классно. Так, мы в коридоре. Здесь техническое помещение. Электрический котел, вытяжка, стиральные машины, ну и всякое барахло, которое нужно спустить еще в комнату-кладовку. На первом этаже у нее есть своя кладовка. Так что вот такое оборудование. Теплые полы по всей квартире. Еще одна дверь. Здесь счетчики. Все оборудование. Интернет. Да, и двери 2,30. Голландия. Высокие люди. Так, дальше. Ее спальня. С большими окнами. Здесь будет озеленение. Здесь прекрасный пруд. Весной будут озеленять. Так, мама с сыном разговаривают. Здесь еще одна комната. Гостиная. С большим балконом. По-моему, размер 2 на 3.
Гостиная с кухней. 3 больших окна. Момент расставания с близкими всегда для меня очень тяжелый. Сдаю нашу арендованную машину Kia Ceed обратно в компанию Hertz. И уже вечером прилетим в Осло и будем дома. Из Нидерландов в Норвегию. Откапываю машину. Вернулись домой, а нас ждут посылочки. Распаковываем вместе с вами. Теперь вот такой вок у нас большой.